Фигура в доме. В данном видео девушка говорит, что в ее доме точно обитают паранормальные силы. Когда она находилась дома одна, то слышала посторонние шумы, шорохи и своими глазами видела то, от чего была в ужасе. И после этого она решает снять на видео то, что происходит в ее доме. Okay, I don't know what is going on here. Oh my god. Oh my god. No way. Oh my god. Oh my god. Okay, no way. No way. There's nobody here. There's nobody here. Oh my god. There is nobody here. This is insane. Oh my god. Видно, как дверь в гостиную закрывается сама по себе. В это время девушка показывает, что в комнате никого нет, кроме нее. Она показывает и остальные комнаты, и лестницу, чтобы убедить зрителей в присутствии нечистых сил у нее дома. Однако, когда она поворачивается в сторону лестницы, можно увидеть темную фигуру кого-то или чего-то. Многие зрители скептически отнеслись к данному видео, так как эти события очень легко подстроить. Служба безопасности. Пользователь опубликовал видео от своего друга, который работал в офисе поздно ночью в службе безопасности. Однажды поздно вечером, когда он был один в здании, камера снимает то, что привлекло его внимание. Посмотрите. Фигура будто выглядывает из-за стены, а затем быстро исчезает. Человек, посмотрев это видео, пошел исследовать этот коридор, но никого там не нашел. Страхи Марсио. Марсио Палмерс, студент, думает, что он живет в доме с привидениями. У него под рукой всегда телефон, чтобы заснять происходящее. Как говорит Марсио, иногда ему удается поймать действительно жуткие кадры. Сначала мы можем предположить, что Марсио столкнулся с активностью полтергейста, так как когда он ходит по квартире, то предметы падают сами по себе. Уже следующей ночью Марсио стал свидетелем паранормальных событий, когда смотрел телевизор.
Как он говорит, деятельность возобновилась, даже стала активнее. В следующем видео Марсио заснял, как стул на его кухне двигался сам по себе, а через несколько мгновений дверь закрылась, и кто-то начал в нее стучать. Уже ночью домофон начинает работать, оповещая его о движении у двери. Когда Марсио смотрит в глазок двери, он видит некую тень, но не делает никаких выводов. Однако вскоре мужчина сделал заявление о том, что он пытался связаться с этим существом, используя спиритическую доску Уиджи.
Несколько дней спустя, когда мужчина входит домой, он слышит звук падения. Исследуя квартиру, он обнаруживает, что цветок упал на спиритическую доску. Марсио показывает, что в его квартире больше нет никого, кто бы мог это сделать. Даже кот был заперт в отдельной комнате. Марсио решил, что он должен установить несколько камер видеонаблюдения для собственной безопасности. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Мужчина сидит на диване, как вдруг раздается звонок. Оказалось, пришел курьер и принес ему доставку. Однако в этот момент в одной из комнат свет включался и выключался, что как раз засняла одна из камер. Когда Марсио возвращается, в его гостиной начинает раскачиваться люстра. Он это замечает, но не придает особого значения, так как сталкивается с такими событиями ежедневно. Сиделка. В следующем видео сиделка следит за клиентом, не выходя из дома. Она использует видеоняню, когда находится в другой комнате. Надзор требуется некоторым из ее клиентов для предотвращения несчастных случаев. Всякий раз, когда она приходит к одному из клиентов, она обнаруживает тревожные явления, которые записывает на камеру. Давайте посмотрим.
Белая аномалия, кажется, появляется внизу, около кровати, прежде чем зависнуть над человеком, который просто лежит. Рядом можно заметить еще одну подобную сущность, которая задерживается у кровати. Наблюдая за этим явлением, сиделка убеждается в существовании призраков. Сосед в доме. Следующее видео сбило с толку многих зрителей. Мужчина по имени Морган утверждает, что в его доме обитает нечто нечеловеческое. Он снимает видео в целях задокументировать это событие. Давайте посмотрим. Babe? Are you upstairs? Когда мужчина идет по дому, в одной из комнат можно увидеть фигуру, которая будто сидит на стуле. По словам мужчины, он уже однажды видел свою жену в их доме, хотя тогда ее на самом деле там не было. Он утверждает, что это мог быть доппельгангер. У многих народов есть легенда о существовании двойника у каждого человека. Слово доппельгангер переводится с немецкого как двойник и означает сущность, точь-в-точь повторяющего образ человека. Такой клон нередко принимает за темную сторону человеческой личности, ангела-хранителя, астрального двойника или даже душу. Должно быть интересно пообщаться со своей точной копией, но бытует мнение, что подобная встреча может закончиться трагически. Некоторые спустя несколько лет осознают, что выглядят в точности как увиденный ими двойник. Другие, которые встретились с полностью идентичным клоном без каких-либо внешних или поведенческих отличий, вскоре покидают этот мир навсегда. Известны случаи, когда доппельгангер является родственником человека, который в скором времени должен умереть. Аномалии. Следующее видео было снято на кладбище днем. Среди могил можно заметить тени, белые фигуры и аномалии. Посмотрите сами. Многие зрители, посмотрев это видео, не на шутку испугались. Другие уверены в том, что это не более чем хороший монтаж. Подвал. В следующем видео двое мужчин спускаются в подвал, так как слышат странные звуки. Как только один из них преодолевает лестницу, второй что-то видит, пугается и убегает. И если присмотреться, можно увидеть темную фигуру внизу, в подвале дома. Но на этом видео не заканчивается. Мужчины закрывают комнату и начинают молиться, но спустя некоторое время их вновь что-то пугает. Тем не менее, они решают вновь выйти из комнаты и спуститься в подвал. No pasa nada. No pasa nada. Ay, abuelo. No hay nada, no hay nada. A ver, ve, fíjate. Ve, fíjate. ¡Ay! ¡Otra vez, abuelo! ¡Es un pinche mono!
Abuelo, ciérrale, 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 ciérrale. Однако они снова что-то видят и покидают подвал, убегая в комнату. На этом видео заканчивается. А что произошло там на самом деле, как всегда, решать только вам. Совсем рядом. Следующий ролик был снят на камеру видеонаблюдения в тот момент, когда мужчина только приехал домой. Тем не менее, как утверждает автор ролика, на камеру удалось заснять нечто жуткое. Посмотрите. Полупрозрачная фигура, похожая на человека, просто прогуливается по лесу, наклоняется и в какой-то момент просто исчезает. Мужчина, который занимался своими делами, этого даже не заметил. Данные загадочные кадры комментировали многие пользователи, говоря о том, что это мог быть реальный призрак. Стройка. В следующем видео мужчина один находится внутри дома, где ведутся строительные работы, когда происходит что-то очень странное. Мужчина в тот момент находился один и смотрел видео на телефоне, как вдруг услышал тихий голос и начал записывать все на камеру. Испугались? Обосрался. Что сделали? Обосрался. Когда он снимает, его пугает тарелка, которая разбивается в другой части дома. Ему очень хочется думать, что это была просто крыса, которая случайно задела тарелку, и она разбилась. Но спустя несколько ночей он загружает еще одно видео, на котором он запечатлел весьма тревожный инцидент. I'm here doing construction work at my house by myself, and my phone starts going off. I start getting these notifications that a person's been detected in my house. 6 minutes ago, it says someone was here. Look, there's nobody here. There's no one here. I don't noticed yesterday there was people detected too, and so I checked the cameras on yesterday's video. Okay, hold on. Okay, all right. Here, check this out. Look, no one. And then watch this. Look. And then it just disappears. And then I check the second camera in the room. And check this out. Look. The shadow right there. But there's no person. I don't know what to say. Когда он занимался стройкой, на его телефон пришло уведомление о том, что в доме обнаружен человек. Он просматривает камеры наблюдения, но не замечает там людей. Однако мужчина обращает внимание на тень, очень похожую на человека. Жути начали нагонять и зрители, которые отметили, что у тени кривая шея. Она согнута так, будто человек покончил с собой и, возможно, повесился в этом доме. Монитор. В
В следующем видео мужчина по имени Мэтт управляет тяжелой техникой. Он хорошо справляется со своей задачей, однако обычное видео принимает неожиданный поворот. Anyway, it's pretty cool. What the hell? No. No, 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 no. Wait, what happened there? На мониторе он видит человека, который стоит впереди, прямо на дороге. Мэтт абсолютно убежден, что он видел этого человека, но только на мониторе, а не вживую. Когда он снова проверяет монитор, он видит человека, или же некую паранормальную сущность на экране. Самые зоркие зрители заметили, что при внимательном рассмотрении можно увидеть, как фигура движется внизу кадра. Была ли это какая-то аномалия, неизвестно. На той стороне. Следующее видео выложил Диего, испанец, который 2 года фиксировал странные события в своем доме. Некоторые его видео собрали десятки миллионов просмотров. Тем не менее, заинтригованные зрители пытаются рационализировать тревожные явления, которые он снимает. Чаще всего в его видео упоминался дух ребенка, который, казалось, хочет поиграть с ним. Están golpeando el mueble. В одном из видео, когда Диего слышит звуки, он замечает часть лица, похожего на ребенка. Он появляется только на мгновение и смотрит на Диего. Когда мужчина двигает тумбу, то никого там не обнаруживает. Зрители разошлись во мнениях. Одни писали, что учитывая плотное прилегание тумбы к стене, неизвестно, как там бы мог спрятаться ребенок. Вторые говорили, что все видео Диего похожи на постановку. Уже через несколько дней Диего вздрагивает от громкого стука и сразу берет телефон для съемки. Hay un niño golpeando la puerta. Он идет к входной двери, где видит ребенка, стоящего по ту сторону. Однако, когда Диего открыл дверь, ребенок просто пропал. Странный объект. Следующее видео, найденное в ТикТок, снято камерой наблюдения, которая зафиксировала странный объект. По словам пользователя, загрузившего видео, на его телефон пришло уведомление с камеры наблюдения. Мужчина с любопытством открыл видео и был озадачен. Посмотрим вместе. Рядом с автомобилем появляется фигура кого-то или чего-то. Однако, когда камера перенастраивается, загадочная фигура исчезает. Как вы могли заметить, в тот день шел снег. Мужчина говорит, что раньше, даже при больших осадках, такого не было, хотя камера установлена достаточно давно. Среди пользователей, которые посмотрели видео, были различные варианты. Некоторые писали, что это мог быть паук или жук, который заставил камеру расфокусироваться. Другие пишут, что это мог быть призрак. Третьи считают, что это могла быть тень, а фигура просто иллюзия. Статуя. Когда мужчина был на кладбище, он решил поснимать. Его внимание привлекла статуя ангела, которая вдруг начала двигаться.
Пользователи писали, что это может быть злой дух или демон, который привлекал его внимание, и что кладбище не место для развлечений и съемок видео. Теперь мужчина боится, что данная сущность будет преследовать его в обычной жизни. Следующее видео снято молодой мамой, которая рассказала, что ее брат скончался 2 месяца назад. По ее словам, ее ребенок до сих пор общается с ним. Давайте посмотрим. Who are you talking to? Who are you talking to? Девочка смотрит на кого-то, будто перед ней действительно стоит человек. Кроме того, она разговаривает с ним. А действительно ли она видит своего дядю? Или это все фантазии ее мамы? Для нас навсегда останется загадкой. Колдовской час. Следующее событие произошло в так называемый колдовской час. Когда мужчина спит, лампа включается и свет начинает мерцать. В это время мы также можем увидеть орбы, которые летают по комнате. Через некоторое время мужчина просыпается и выключает лампу. Дальше обратите внимание на кота, вернее его поведение. Он, кажется, следит за орбами, охраняя своего хозяина. В следующем кадре можно увидеть, как картина, которая висит над головой мужчины, пошевелилась. Этой ночью было снято сразу несколько паранормальных явлений. И шевеление предметов, и орбы, и мигающий свет. Фермерский дом. Автор видео говорит, что после переезда в фермерский дом с женой и дочерью, они столкнулись с призраком. Им не потребовалось много времени, чтобы заметить, что с домом что-то не так. Давайте посмотрим записи с камеры видеонаблюдения. Свет в одной из комнат включается и начинает моргать. Жители дома говорят, что это не единственное событие, а они сталкиваются с такими инцидентами ежедневно. В еще одном видео Джен, которая живет в этом доме, сидела на террасе совершенно одна и услышала странные звуки, поэтому начала снимать. Nobody here, and that thing in the window is gone. The freaking blanket. Did you just see that? Freaking blankets. Look at that. Look at that.
Dude, there's nothing over here. There's nothing over there, dude. That's nuts. Она засняла момент, когда ее плед начал шевелиться. Она говорит о том, что ее дом преследуется, и вся ее семья ищет решение этой проблемы. Следующий ролик выложила Мелоди, которая оказалась в пугающей ситуации. Невинное видео превратилось для нее в настоящий фильм ужасов. Мелоди просто общается со своими подписчиками, как вдруг видео принимает внезапный поворот. Why didn't anyone tell me that if you have yeah? Она слышит голос, который зовет ее, но в этот момент Мелоди понимала, что она находится дома совсем одна. Why didn't anyone tell me that if you have yeah? В попытке успокоиться, она предполагала, что это мог быть ее кот, который издавал такие звуки. Однако, почитав комментарии, Мелоди поняла, что она могла быть не права. Происшествие. Девушка по имени Сэм поделилась серией видео с тревожными происшествиями. В первом видео она исследует тускло освещенное помещение. Через мгновение с полки падает некий предмет, а девушка не понимает, что могло вызвать это падение. The dry room where we keep the food and stuff, and like the carts have like fudge on them or whatever. I don't know why that thing fell earlier. I'm really... В следующем видео, когда Сэм находится в той же комнате, коробка вдруг двигается на полке прямо во время записи видео. В следующем ролике, в начале записи, она упоминает, что слышала постукивающие звуки. Зайдя в гостиную, она расспрашивает свою семью об источнике этого шума. Продолжая свое расследование, она входит в ванную, где думает, что источник звуков находится в душе. Are you guys tapping on something out here? No, yeah. Wait, shh, shh, shh. Where is it? The shower? What the hell? В заключительном видео девушка сидит на лестнице и вступает в диалог с предполагаемым духом. You could do it now. No way. Она обращается к духу, заявляя, что он любит хлопать дверями в доме и предлагает сделать это прямо сейчас. Через мгновение дверь силой закрывается, а Сэм убеждается в том, что в доме действительно обитают духи. Тесла. В следующем видео владелица Теслы по имени Манана показала, как камера автомобиля записала нечто пугающее, когда она ехала домой. Посмотрим вместе.
Человек, кажется, стоит на оживленной трассе. В это время через него даже проезжает машина, но он остается неподвижным. Спустя некоторое время фигура начинает двигаться, прямо как человек. Манана отметила, что все это продолжалось около 10 минут. Она обратилась к своим подписчикам в поисках ответов, говоря о том, что камера Тесла, по-видимому, обнаруживает сущности, которые человеческий глаз не может видеть. Храм. Следующее короткое видео было снято в храме. Давайте посмотрим. В толпе, прямо в середине, можно заметить странное существо, не похожее на человека. Зрители выдвигали различные версии о том, кто же это мог быть, от простого человека в маске до скинвокера. А вы как считаете, что было снято в том храме? Следующее видео было снято группой любителей паранормального в ходе осмотра заброшенного здания. Oh, now it's disappearing. It moved too, the top moved. Yep. Oh, it's moving again. See it? Yeah, Brandon. Oh, don't worry, I got this on video, guys. Whoa. It's moving, it's flinching out. Yeah, because there's like cars on the other side. Они заметили, что в окне одной из дверей стоит фигура, напоминающая девушку, которая не шевелится. У вас есть догадки, что это было? Тогда напишите свое мнение в комментариях. Кукла незнакомца. Следующее видео не на шутку испугало зрителей TikTok. Парень снимает на видео, что он нашел куклу и оставил ее у себя дома. Но как только она появилась у него, начали происходить странные события. Stop! Remy. Remy. Stop! Stop messing with the lights. Elijah. Сначала во всей квартире начал мерцать свет, но он подумал, что это простой сбой. Дальше обстановка начинает накаляться. Off work and this is what I come home to. Which would be cool. But I'm alone and there's nobody here. Except maybe Digi, did you run the bath? Were you gonna take it? What the fuck? По словам автора, кто-то просто набрал ванную и зажег свечи. Когда он их потушил и ушел, на этом видео не закончилось. Свечи вновь загорелись, а когда парень зашел в ванную комнату, то дверь силой за ним захлопнулась. Мерцание света не прекращалось, и он начал подозревать, что все эти события связаны с куклой. В своем следующем видео он решил поразмышлять с бокалом вина о том, как кукла может быть причиной этих явлений. Sounds crazy, but like the weird stuff started when I got her out, right? So like I think I just need to, put her back. Do I just get rid of her? Когда его размышления подходят к тому,
что от куклы стоит избавиться, то вода сама по себе включается прямо за его спиной. В момент, когда он идет, чтобы выключить ее, бокал с вином разбивается. Что-то вижу. Следующее видео сняла девушка, когда ее племянница пыталась повторять танцевальные движения. Как вдруг маленькая девочка сказала, что кого-то видит. Dance, baby. What? What? Alicia. What happened? What? What do you see? They think you scared the hell out of me. What do you see? What? Ma what? Go to Mama. No, go! В этот момент вы можете заметить, что камера зафиксировала странный силуэт. Посмотрите, у видео нет предыстории, и оно единственное на странице девушки в ТикТоке. Следующее видео было снято в Техасе. Мужчина, живущий в одном из техасских городов, столкнулся с нечто необычным. Он обнаружил, что без света он не может заснуть. Не потому, что ему нужно уютное освещение, а потому, что его преследуют кошмарные явления. Однажды друг остался у него дома, а ночью они проснулись от странных звуков, которые слышали в спальне. Мужчина решает задокументировать происшествие, происходящее у него в доме. Get up. Get up. Get up. Fuck you recording me for? You're here. Listen. Fucking sleep. Fucking dream. Fucking dream. I won't fucking touch that door. Oh, fuck off. Он разбудил своего друга и направился к шкафу, откуда, по его мнению, исходили странные звуки. Однако, там он ничего не нашел. Но это было не все, что удалось ему заснять. Уже несколько дней спустя, находясь дома в одиночестве, он слышит странные звуки и решает снова записать все на камеру. Мужчина видит темную фигуру, когда он только открывает дверь. Он пугается этого нечто и поспешно закрывает дверь спальни. Новое место. В следующем ролике семья, обосновавшись на новом месте жительства, столкнулась с тревожным событием. Они находили Библию открытой и замечали кровь в своей столовой сразу после переезда. Соседи сообщили им, что в доме раньше жил врач и его жена, которые не были гостеприимными и никогда не звали в гости. Женщине удалось задокументировать несколько событий. Давайте посмотрим.
На видео собака сидит в клетке, а нечто будто пробует открыть дверь. Обратите внимание на левую часть клетки. Кажется, кто-то просто пытается выпустить собаку. Но это было еще не все, что происходило в этой квартире. Открывание дверей на кухне также было заснято, когда в комнате никого не было. Спустя несколько дней, когда женщина находится на кухне и хочет перекусить, контейнер с едой открывается сам по себе. Она говорит, что контейнер стоял на кухне несколько часов, и еда там была холодной, поэтому он не мог открыться сам по себе. Спустя несколько мгновений, когда она его закрывает, он открывается снова. Женщина рассказывает, что за этим домом стоит нечто большее, чем просто физические законы. Спустя несколько дней она решает изучить кадры с камеры наблюдения и замечает нечто пугающее. Раздвижные двери начинают закрываться без видимой на то причины, а собака обращает на это внимание. Собака, казалось бы, ведет себя спокойно и непринужденно, но она пристально смотрит на двери, будто видит кого-то или что-то. Ладненько, где пожрать? Колбаски втащу. Присутствие. В следующем ролике мать двоих детей Джессика Кантони поделилась своими переживаниями. Девушка переживала, что их дом преследуется, так как в одном из видео увидела это. Давайте посмотрим. About sucks mismatched and torn. My flow's like a snail, slow and forlorn. I'm the king of nonsense, ruler of fluff. My brains are marshmallow, never. На видео снят танец Джессики с ее маленькой дочкой. Сначала кажется, что ничего не происходит, но обратите внимание на спальню позади них. На несколько мгновений можно заметить, как темная фигура движется, находясь в комнате. Джессика подтверждает, что она была с дочкой в доме одна, а муж гулял с их собаками в это время. Девушка поделилась, что она уже сталкивалась с необычными инцидентами в этом доме. Сразу после того, как они переехали, пол на кухне стал настолько горячим, будто его раскалили, и им пришлось его заменить. Муж тоже видел весьма необычные вещи, но старался не придавать им значения. Есть еще одно видео от этой семьи. В нем Джессика рассказывает, что ее сын начал разговаривать с невидимым другом. Is that a rhino? No, it's Jessica. Where's Jessica? It's right there. Go say hi to Jessica.
Он говорит, что друга тоже зовут Джессика, и это не на шутку пугает маму. После всех событий Джессика проводит небольшое расследование и обнаруживает, что многие дома их района были построены на старом кладбище. Когда они установили камеры наблюдения в доме, то их опасения только подтвердились. Некая активность проявлялась в коридоре, когда дома никого не было. Вы можете ясно видеть тени, которые появляются в этом доме. В еще одном видео Джессика делится воспоминаниями о том, что когда они только переехали в этот дом, она потеряла сознание. Несмотря на то, что девушка никогда до этого не падала в обморок, теперь она убеждена в том, что это была не случайность. Еще одно видео подтверждение, которое нашла Джессика, как дверь открывалась сама по себе, когда их не было дома. Ни она, ни ее муж не могут рационально объяснить эти явления. Они даже обращались в компанию по борьбе с вредителями, чтобы проверить, не завелось ли в доме или около него дикое животное. Но, к их сожалению, они ничего не обнаружили. От бессилия они пригласили священника в свой дом, который несколько часов читал молитвы и в конце концов дал совет покинуть это жилье. Окно. Следующий ролик снят на телефон поздним вечером. Мы видим, что в одном из окон горит свет. По сообщению соседей, там живет девушка, которая не может самостоятельно передвигаться, а заходят к ней только соцработники и только днем. Тогда что же это было? Очевидцы утверждают, что тень похожа на ту самую девушку, которая может бродить по ночам, но не встает днем. Некоторые даже утверждают, что она одержима. Еще одно видео, снятое в Японии, завоевало славу в ТикТоке и оставило массу вопросов. Студентки во время перерыва развлекались, как вдруг услышали странный шум и начали снимать. Они осматривают кабинки, но никого там не находят. Спустя некоторое время они уже думают уйти, однако снова слышат странные звуки и идут проверить кабинки еще раз. То, что они увидели, их не на шутку пугает. В одной туалетной кабинке появляется пугающее лицо девушки с темными волосами, прямо как из фильма ужасов. Девушки с ужасами и криками покидают это место. Пошутили ли эти девушки или реально сняли призрака? Пожалуй, оставлю решение за вами. Часть тела. Следующий клип был снят на камеру видеонаблюдения. Камера в Мексике засняла улицу утром, когда еще никого не было. Давайте посмотрим. This is
se ve bien machito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Бестелесная голова с темными волосами появляется из ниоткуда и быстро движется, уходя из поля зрения камеры. Охранник, который в это время следил за участком, утверждает, что как только он заметил фигуру и выбежал посмотреть, то никого там уже не нашел. Кроме того, на других камерах он не заметил ничего подобного. Ночной город. Еще один мужчина во время прогулки по ночному городу, когда он находился совершенно один, заметил странное явление. Я ничего не понял. В начале видео мы отчетливо слышим звук его шагов, но когда он вдруг остановился на месте, звук шагов продолжался. Пользователи, посмотрев это видео, разделились во мнении. Многие говорили, что так как видео темное, его легко подстроить. Другие были убеждены в том, что мужчина наткнулся на что-то паранормальное и вовремя ушел. Обзор. В TikTok было опубликовано видео с обзором квартиры, которое сбило с толку зрителей. Изначально это должен был быть простой обзор квартиры. Однако после просмотра ролик начал действительно пугать. Видео начинается достаточно безобидно. Агент показывает зрителям различные комнаты, но уже через несколько мгновений на кухне можно заметить нечто жуткое. Посмотрите. Можно увидеть мимолетное изображение того, что похоже на ребенка, который движется с нечеловеческой скоростью. Агент рассказывает, что ключи есть только у него, и в доме никого не было, когда он снимал обзор. Присутствие этого загадочного ребенка вызвало бурю теорий. Многие полагают, что это мог быть потерянный ребенок, однако другие говорят, что скорость перемещения этого нечто носит тревожный характер, и у него могут быть злые намерения. Церковь. Следующее видео снято на камеру наблюдения у церкви. Один мужчина обратился с запросом в охрану, так как у него что-то пропало. Пока охранники искали злоумышленника, они обнаружили загадочные кадры. Давайте посмотрим. Одна из боковых дверей открывается сама по себе, а затем происходит нечто действительно пугающее. Полупрозрачная фигура выходит через проход, а дверь остается открытой до тех пор, пока фигура полностью не выйдет. Затем она закрывается. Очевидцы, тем не менее, верят тому, что они стали свидетелями некого духа. Комната. В следующем видео медсестра по имени Ченнет решает зайти в комнату, которой боятся многие врачи. Она расположена на этаже, где раньше происходили странные события, и сообщалось об убийствах. В ночное время Ченнет решает войти в эту комнату, чтобы разгадать загадку о том, почему же ее так остерегаются.
So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm gonna show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm gonna go inside. I feel scared. Она открывает дверь и внезапно ее закрывает. Возможно, сразу вы не увидели, что ее испугало. Давайте посмотрим в замедленном режиме. Вдалеке можно увидеть лицо, которое смотрит прямо на Ченнет. Именно это вызвало у девушки желание внезапно закрыть дверь и покинуть это помещение. Так кто же на самом деле обитает в той комнате? Кажется, мы никогда об этом не узнаем. Следующее видео снял мужчина в мотеле, где он остановился на одну ночь. Он нашел нечто подозрительное и искал ответы, поэтому решил записать ролик. За одной из дверей был скрытый люк, который мужчина показал своим зрителям. Он был очень удивлен и решил выяснить, что внутри этого потайного люка. Когда он опускает камеру, можно увидеть что-то вроде потайной пещеры. Однако, дальше он снимает то, что напугало всех зрителей. Let's see what's going on here. This is crazy. This is a hotel. Let's stick it all the way in. What's that? What the fish? Пара светящихся глаз появляется внизу и смотрит прямо на него. Мужчина это замечает, и видео обрывается. Что же это было? Дикое животное, постановка или нечто паранормальное? Страхи Мэтта. Еще один случай в ТикТоке заснял парень по имени Мэтт. Он уже несколько лет подозревал, что в его доме могут быть привидения, так как слышал жуткий шепот и наблюдал движение предметов. События, когда свет включался и выключался сам по себе, происходили все чаще. Со временем Мэтт стал снимать эти инциденты и публиковать их в ТикТок. В первом видео он рассказывает о случае, когда он играл в приставку, а нечто начало трогать его ногу и что-то шептать. Bro, so I'm playing COD. I got my headset on. I got one ear on, one ear off. And I hear somebody whisper in my ear, bro. This is insane. So I go back to playing COD, and then somebody touches my foot, bro. So that's how I know. There's something in this room. There's something in this house. There's a ghost, and I've been saying it for years. And look at the drawer, you know. Парень явно находится не в себе и пугается в этот момент. Во втором видео Мэтт, когда никого нет дома, фиксирует странные события. Look at this. Bro, nobody is home. My family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Дверь просто закрывается сама по себе. You gotta be kidding me. Bro. What the А когда он выходит, то свет начинает мерцать. Are you kidding me right now? Are you kidding me right now? What the Автор явно перестает себя контролировать, судя по его речи. Когда он заходит в ванную, то обнаруживает, что бежит вода, которую кто-то или что-то включило. Его беспокойство усиливается, когда он замечает открытую входную дверь. Why is this door open? What the is going on? В третьем видео он снова фиксирует активность у себя в квартире. I'm playing COD. My whole PlayStation turns off. And this door opens up by itself and it was closed because Когда он играет, его PlayStation выключается сам по себе, а свет снова начинает мерцать. And the light's going again. And the light's going again. And right there is the light switches to that light. Автор специально приближает видео, показывая, что у выключателя нет никого в этот момент, но свет не перестает включаться и выключаться. Nobody's home. Oh my
God. Когда он покидает квартиру со своими собаками, то свет еще какое-то время мерцает, а затем все прекращается. Oh my God. Did you guys just see that? Bro! Так как идти ему некуда, Мэтт снова возвращается домой, а уже в следующий вечер снимает нечто странное. I'm sitting here watching the games, and I heard what sounded like this stove open and close. I'm not even around, bro. That shit 1000. I know what it sounds like when the stove opens and closes. Когда он смотрел телевизор, на его кухне явно присутствовал полтергейст, так как предметы падали и перемещались. В следующем видео Мэтт рассказывает, что профессионал в области паранормальных явлений посоветовал ему прекратить снимать эти инциденты, поскольку это может разозлить духов, и они всегда будут преследовать его. Мэтт временно переезжает в дом своей подруги, не желая больше противостоять этим силам. Зеркало. Мужчина по имени Дэнни делится тревожным опытом, который произошел с участием его маленького сына. По словам Дэнни, они проживали в старом здании, где он не мог избавиться от ощущения того, что за ними кто-то следит. Дэнни часто позволял своему сыну бродить по пустым коридорам до того дня, пока он не снял это видео. Дэнни рассказывает, что он выносил мусор и снимал своего сына на видео. Он все еще не может поверить в то, что ему удалось заснять. Посмотрите. So this is the craziest shit I've seen so far. I was taking the trash out with my son and he kept pointing at the mirror and waving and I didn't know why. So I pulled the camera out and I can't believe I caught this. That's Rowan. Отражение лица другого ребенка материализуется и остается в зеркале. Сам мужчина говорит, что этот ребенок очень похож на Дэнни, что делает ситуацию еще более тревожной. Однако, это жуткое происшествие не было единичным инцидентом, связанным с зеркалом. Когда Дэнни с сыном пошли гулять с собакой, они снова остановились у зеркала и поймали на камеру нечто пугающее. Посмотрите. It's been a while since we stopped at the mirror and we were taking the dog out and Rowan wanted to go check it out. And I can't believe we caught this. Whoa. Rowan seems hyped and he's trying to explain to me what he just saw. Buddy? Yeah, I don't know about that, bud. Слева появляется маленькая призрачная нечеткая фигура и также быстро исчезает. Дэнни говорит, что при ближайшем рассмотрении видно, что фигура имеет сходство с тем лицом, что они видели ранее в зеркале. Стена. Девушка исследует заброшенное здание в Мексике и внезапно обнаруживает нечто пугающее. Estaba trabajando cuando sentí que me estaban viendo. Golpeábamos la pared y no se movía. Tampoco parpadeaba. ¿Qué rayos será eso? Когда она осматривается, то видит в одной из стен, которая уже слегка обрушилась, что-то необъяснимое. Как она утверждает, это было похоже на глаз, но не обычного человека, а чего-то паранормального. Посмотрев это видео, зрители решили, что это могло быть животное или же предмет, который застрял в стене и создает такой эффект. Но также комментаторы предполагали и более темные теории, среди которых была встреча со злой сущностью. На следующий день девушка решает вернуться туда, так как инцидент не выходит у нее из головы. Y por acá está el cuarto donde estuvimos viendo al animal. Estuvimos más de 5 minutos viéndolo, no hacía ningún tipo de ruido, no maullaba, no parpadeaba después de los golpes. Осмотрев здание, она уже никого не находит. Тротуар.
следующем ролике женщина регулярно делится с подписчиками видео с участием своей дочери. Они снимают все, начиная с пробуждения и заканчивая рабочими процессами. Недавно, когда они уехали на работу, то столкнулись с неприятным инцидентом. В этот раз, по мнению блогеров, они засняли призрачную фигуру, которая стояла на тротуаре. Женщина рассказывает, что каждый день, когда они едут на работу, то видят эту фигуру. Если присмотреться, действительно можно увидеть едва заметную фигуру предположительно мужчины, который стоит на обочине дороги. Женщина говорит, что она обеспокоена. С одной стороны, это нечто не причиняет никому вреда. С другой, почему оно появляется там и какова его цель? Ночь пробегает, как тень на стекле. За спиной будто шепчется хриплый ангел. Свет фонаря, словно свечка в петле. Каждый шаг, как в хрониках древних скандалов. Пауки плетут паутину из снов. Твои мысли — это черный коридор. Голоса в голове, призрак без слов. А за углом поджидает забытый дозор. Голоса в тишине, каждый шаг словно тень. Иллюзия тонка, как грань между да и нет. Контент словно книга, что читает тьма. Все посты рождаются из пепла костра. Ночь жжет твой, будто черный костер. Эй, шаг вперед, твой новый договор. Эй, тени вокруг, как на экране узор. Зайди, посмотри, из-за чего весь сыр-боль. Враг обнимает, шепчет не унисон. Здесь миры рушатся, будто картон. Дрожь по коже, кран мерцает в руке. Ты подписался, бежать поздно тебе. Подпишись на Телеграм. Тьма манит светом луны. Подпишись на Телеграм. Будто зов с другой стороны. Подпишись на Телеграм. Как сирены из тьмы. Подпишись на Телеграм. Стоит за твоими дверьми. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Паранормально. В следующем видео мужчина, который не верит в призраков, столкнулся с чем-то паранормальным в своем доме. Он начал слышать стуки в дверь и пошел проверить, что происходит. Давайте посмотрим. It's just really been tripping me out. It's been doing this since the solar eclipse, I would say. And I don't really believe in ghosts. But this shit is really fucking with me. Look at this. It just stops. There ain't nothing going on. Look. What the fuck? What the actual fuck? Bro, there's no fucking way. Wait, I'm gonna leave the light on. What the fuck? Shit's really freaking me out, y'all. If you've ever seen anything like this before, please let me know. Как только он открывает дверь в туалет, стуки прекращаются, но при закрытии дверей все снова повторяется. Паранормальная активность длится какое-то время, и это начинает раздражать мужчину, так как он является скептиком и никогда с таким не сталкивался. Alright, so I've been taking some of you guys' advice. I got my holy water right here. I'm gonna insert the holy water into my water gun.
Alright. And I got the... I'll just put it in the thing. I got the cross like you guys said, dude. I didn't really have any real wood, but... See, the thing is, I don't even know if I'm actually hitting my op. Like, I feel like it's coming from over here. It don't do it when the door is closed. Like, it does not do it. I look stupid as fuck. Oh my god. I need to get out the house. Он решает взять святую воду и делает импровизированный крест, чтобы защититься таким образом от предполагаемых духов. Мужчина отправляется в туалет и поливает это место святой водой, надеясь на то, что она поможет. На этом видео заканчивается, а что же произошло там на самом деле, мы никогда не узнаем. Следующее видео было найдено в ТикТок. Судя по всему, оно снято на камеру наблюдения в квартире. Давайте посмотрим. Можно увидеть открытие дверей и холодильника, но на видео не видно, почему они открывались. Также внимательные зрители заметили, что включались конфорки на плите. Истинную причину того, что произошло действительно в этой квартире, мы не узнаем, но многие зрители отметили, что это было похоже на полтергейста. Защелка. Следующий загадочный ролик заставляет задуматься о существовании паранормальных сил. Мужчина по имени Тодд запирает дверь с помощью металлической защелки, а затем документирует действительно странное и одновременно пугающее явление. What the f***? Защелка внезапно открывается сама по себе, будто находится под воздействием иных сил или духов. В это время мужчина удивляется, не понимая, как это могло произойти. Доподлинно неизвестно, что случилось дальше, и действительно ли дома у Тодда обитает нечто паранормальное. Прогулка. Автор видео решил прогуляться поздно вечером и снимал на видео все, что он видел. Казалось, что все хорошо, но ровно до тех пор, пока он не посмотрел отснятый материал дома. Давайте посмотрим и мы. Через несколько секунд после начала ролика слева можно заметить пару светящихся глаз, которые исчезают спустя несколько мгновений после появления. Пользователь упомянул, что у него сложилось ощущение того, что за ним кто-то следил в тот момент. Охранник. В следующем ролике мужчина по имени Гера работает охранником в магазине. Во время ночной смены он обнаружил явление,
которые вызвали у него беспокойство. В одну роковую ночную смену, когда часы пробили 3 часа ночи, Гера почувствовал потустороннее присутствие в магазине. Он решил заснять этот инцидент и достал камеру. Посмотрим вместе. Ahí arriba, esa. De ahí en más, pues estoy solo, les digo, estoy todo solo ahorita. Solo. Y ahorita vi algo allá, en la entrada de clientes. Hasta allá, hasta lo último. Y lo vi clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí. Miren, ya se movió. ¡Oh! Está caminando, de hecho está que no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Es una persona, claro está que... Miren. No. Vámonos. Когда он идет по магазину, то замечает фигуру, напоминающую человека тень. Но это было не то, что встревожило Геру. Несколько ночей спустя он внезапно просыпается от лая собак. Пытаясь выяснить, что происходит, он документирует нечто тревожное. Посмотрите. Es en la madrugada porque se oye que están ladrando los perros muy feo. ¿Sí oyen? Vamos a salir. Está haciendo airecito así como que muy... Miren mi gato, ¿dónde está? ¿Ya lo vieron? Está haciendo airecito así como que muy... agradable, pero los perros sí los oyen, amigos. Se oye así como que da miedo. Виден загадочный силуэт в окне соседа. Он решает посмотреть камеру наблюдения, которая расположена снаружи и также направлена на дом соседа. То, что снято камерой, действительно пугает. Lo que se ve ahí en la esquina, mira. También se mira aquí en las cámaras. Mira, eso. Mira, y no manches. ¿Qué será? Mira. ¿Ya viste? Нечто находится прямо в доме и движется с нечеловеческой скоростью. По словам Геры, дом его соседа давно заброшен. Зрители предполагали, что это мог быть бездомный человек. Однако, когда мужчина посмотрел записи с камер, которые фиксируют вход и выход из дома, то никого не обнаружил. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения. Охранник заметил нечто странное и решил поделиться этим видео. Посмотрите. На видео бежит весьма напуганная женщина. Кажется, она даже убегает от кого-то. Через несколько мгновений появляется фигура, которая идет прямо за ней. Зрители заметили, что это нечто будто материализуется из ниоткуда. Коридор. Следующее видео, которое было найдено в TikTok, достаточно короткое, но весьма интересное. В одном из коридоров была установлена камера наблюдения, которая зафиксировала некую аномалию. Белая размытая фигура движется справа налево, будто проходя сквозь стену. Был ли это призрак, или же этому есть другое объяснение? Поделитесь своим мнением в комментариях. Демон в доме.
Следующее видео было найдено в ТикТок и выложено под названием «Демон в доме с привидениями». Мужчина в Испании заснял, как темная фигура, напоминающая многим демона, быстро перемещается по одной из квартир. Пользователи в комментариях высказывались по-разному по поводу этого видео. Одни писали, что эта фигура может быть простым человеком большого роста, но другие утверждали, что данная фигура действительно напоминает им демона. А вы как считаете, что действительно было снято тем вечером? Старое зеркало. В следующем видео девушка показывает старинное винтажное зеркало, которое она недавно купила. Девушка говорит о том, что зеркало древнее, и некоторым людям удается увидеть в нем нечто жуткое из прошлого. Когда она поворачивается, чтобы показать, как выглядит ее комната, то уже через мгновение самые зоркие могут увидеть нечто жуткое. So this is an old mirror that I upcycled, and I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life. So I'm just gonna do a couple back and forths, but I'm curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't catch. So here we go. Here's the mirror. Okay, so that's the background. And once again, my apartment. Alright, comment if you see anything that's out of place. Обратите внимание на диван. В зеркале кажется, что там кто-то сидит, но когда девушка поворачивается, на нем никого нет. Полтергейст. Мужчина по имени Тристан уже долгое время замечает, что его преследуют паранормальные вещи. Уже около 2 лет у него дома происходит что-то странное и необъяснимое. Многие зрители считают, что он имеет дело с полтергейстом. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Когда он заходит в зал, стул сам по себе выдвигается, пугая его. Но это было только начало. Томас Туалеті, дивіться. От він пісяє.
Вскоре последовал громкий агрессивный стук, будто кто-то хотел с ним связаться. Но когда Тристан открыл дверь, то он никого там не обнаружил. Когда Тристан проверяет комнаты в своей квартире в попытке найти хоть какой-то ответ, он замечает, что закрытая дверь его спальни сама по себе закрывается. В этот момент он решает проверить спальню, но как всегда никого там не обнаруживает. Кладбище. В следующем видео Джермейн Экстремо, молодой исследователь из Аргентины, транслирует свои расследования в прямом эфире. В этот раз он отправился на кладбище, в котором по легендам обитают привидения. Посетители рассказывали о звуках шагов позади них, а также шепоте и тенях, которые появляются прямо около них. Джермейн начинает исследование кладбища и натыкается на доску Уиджи, которую кто-то положил на могилу ребенка. Encuentro una ouija en un cementerio y cometo un gran error. No, amigos y amigas, miren esto. No, no, no. Quiero creer... No quiero creer que estos sean gotas de... Gotas de sangre. Llévala. No me tienten. No me tienten, por favor. Ay, esta tumba... ¿Qué es esto? No, amigo, no, una cuija. Lo siento mucho. Voy a agarrar con la bolsa. No. Oh, ya fue, con las manos. Мужчина решает убрать доску для спиритических сеансов с могилы и идет к выходу. Me voy. Disculpen, amigos, disculpen de verdad, pero son oportunidades que pasan una vez en 1000 años. Así que me voy. Sí. Только спустя несколько дней, посмотрев видео внимательно, он замечает нечто жуткое. Еще на кладбище фигура следовала за ним. Если посмотреть в замедленном режиме, то несложно заметить. Но также темная фигура ровно в 3 часа 35 минут появляется недалеко от его квартиры. Miren, amigo, son las, a ver si se ve, 3:35 de la madrugada. Otra vez me despierto por ruidos fuertes en el techo y cuando me asomo por la ventana, miren. ¿Qué es eso? Explíquenme. ¿Qué es eso? Vamos a ver de afuera. Vamos a ver si se ve de acá. No se ve.
Miren. Miren. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Hola. ¿A quién busca? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Miren, miren, miren. Enfoca. Enfoca. Vamos a ver. A ver. ¿Qué? ¿Qué se hizo? ¿No se estaba para acá? Acá estaba para... ¿Qué onda, loco? Vengo saliendo de ahí. Aquí estaba parada. Puta madre. Puta madre. Как только Джермейн выходит, чтобы приблизиться к ней, это нечто пропадает. По мнению зрителей, она могла последовать за ним, так как не стоило трогать, а тем более забирать то, что ему не принадлежит. Таким образом, он мог побеспокоить мертвых. В следующем видео, когда Джермейн был уже дома, в его квартире начали происходить жуткие инциденты. Посмотрите. Эй! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Otra vez, verde, negro. Mierda. Otra vez lo mismo. Otra vez. No me puede estar pasando esto. Когда мужчина готовится ко сну, шкаф открывается сам по себе, и оттуда доносятся странные звуки. Когда Джермейн идет проверить, то через окно он видит, как темная сущность быстро проносится по улице, будто напоминая о своем присутствии рядом с ним. Самые зоркие зрители также заметили, что когда Джермейн находился около зеркала, позади него можно заметить эту сущность. Некоторые пользователи предполагают, что темная фигура – это злобная сущность. Вечеринка. Мать и дочь из Флориды устроили пижамную вечеринку и решили снять себя на телефон. Когда мама просматривала кадры, она заметила нечто странное и решила выложить видео в TikTok. Смотрите внимательно. My daughter and her friend. Please watch closely between them. No one else was up in my home. Look between them right now. Темная фигура быстро проходит между ними. Как утверждают мама и дочь, кроме них дома больше никого не было, хотя странные события уже происходили. Хизер, мать, уже несколько раз ловила свою собаку на взгляде в никуда, будто она что-то видит в пространстве, где абсолютно пусто. Было ли в их доме что-то потустороннее, или они просто все подстроили ради просмотра? Выводы делайте сами. Пассажир. В следующем видео, которое родом из Японии, мужчина возвращался домой. Будучи обычным пассажиром, он заметил нечто странное.
Рядом с его рюкзаком на багажной полке можно заметить что-то пугающее. Чье-то жуткое лицо будто смотрит прямо на него в тот момент. Некоторые пользователи предположили, что это была просто игра света, однако другие были действительно напуганы после просмотра. Нереальный пациент. Следующее видео снято пациентом в больнице, когда он услышал странные звуки. Посмотрите. Когда он снимает палату, то на камеру попадает пара ног под кроватью. Однако, когда он поднимает камеру выше, то там нет ни тела, ни лица. Зрители под этим роликом рассуждали, что ноги могут принадлежать пациенту, который скончался в этой больнице. Фридайвинг. Следующий ролик был загружен в ТикТок девушкой по имени Брианна, и ее канал посвящен фридайвингу. Однако однажды, во время дайвинга у берега Флориды, она снимает то, от чего у нее по спине пробежала дрожь. Исследуя то, что кажется затонувшими обломками, Брианна документирует странные звуки, будто кто-то кричит. Явно сбитая с толку и испуганная Брианна возвращается на поверхность, но затем она решает плыть обратно, чтобы найти источник криков. В этот раз девушка ничего не слышит, поэтому она обращается к зрителям в ТикТок в поисках ответов. Подписчики Брианны отнеслись к этому скептически. Часть зрителей говорила, что к видео добавлены звуки криков, а Брианна ответила этим видео на то, чтобы доказать, что ролик полностью подлинный, без обработки. Она показала зрителям это видео прямо с камеры GoPro. Definitely not a voiceover though, so I'm going to show you the video straight out of my GoPro. Just like how I recorded it. So you can hear. Voiceover or an edit or anything like that, so. Психиатрическая больница. Следующее видео было опубликовано Джесс, которая работает в ночную смену в психиатрической больнице. Давайте посмотрим. What is that? Because it is not me. This is me leaving, closing the door. Темная фигура появляется в зеркальном отражении. Кажется, это нечто стояло около девушки. Джесс уверена, что людей в это время около нее не было. Тогда кто же скрывался позади? Мнения пользователей, как всегда, разделились. Одни писали, что это мог быть просто пациент, который надел черную мантию и находился не в себе. Другие отмечали, что видео постановочное. Парковка. В следующем видео мужчина находится на парковке и замечает нечто странное. Yeah, so we're in the parking lot and we see this weird fucking guy just standing there.
We can't tell if he's real or not. I mean, I feel like we've seen him move, but he's just standing there. What do y'all think? Zoom in. Zoom in. Did y'all see him move? Did he move? We were trying waving at him. But he's just... Oh, right there. It looked like he did, like he scooted back. I know, but we've been watching him for a while now. Yeah, he doesn't seem like he's moved. Like he's just watching like this random parking lot. That's creepy. What do y'all think? Позади него стоит фигура, которая не движется уже несколько минут. Он считает, что это мог быть Человек-тень. А вы как думаете? Страхи Леонида. Следующая серия роликов снята мужчиной по имени Леонида, который уже появлялся у нас в подборках. По его мнению, паранормальные силы преследуют его. Давайте посмотрим. Me están golpeando la puerta, mejor dicho. Voy a ver todo. Miren, no hay nadie del otro lado. No hay nadie del otro lado. Tengo las luces prendidas como me dijeron, tengo todo ahora. Pero quiero que vean que acá no hay nadie. Tengo todo, la grabé del otro lado y todo. Se escuchan ruido, no sé. В первом видео мужчина играл в компьютерную игру, как вдруг услышал стуки в дверь и начал снимать. Сначала он открывает шторку, чтобы показать, что за дверью никого нет, но дверная ручка при этом шевелится. Леонид открывает дверь, выходит на улицу и показывает, что там никого нет. В одной из комнат, где установлена камера наблюдения, можно увидеть паранормальные явления. Можно заметить несколько орб, шевеление медведя и открывание двери. В тот день, когда он только вернулся домой, Леонида увидел, что дверь открыта, хотя он оставлял ее закрытой. В следующем видео Леонида проснулся в 5 утра от постороннего шума. Спустя несколько мгновений дверь вдруг начала медленно открываться. Pero fuertísimo, no sé qué me están... ¿Qué carajo es eso? Traté de grabar todo lo que puedo. ¿Qué carajo es esa mano? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? Леонида идет к двери и видит, будто кто-то стоит за шторкой в ванной комнате, обращая внимание на темную руку. Он направляется прямо туда, открывает шторку и никого там не находит. Еще один ролик был снят в 3 часа ночи. В этот раз Леонида услышал чей-то голос, который доносился из темноты. По словам мужчины, голос звал его по имени, а потом раздался смех. Смелый мужчина выходит на улицу и исследует свой задний двор. Captar es como mi método de defensa, ¿viste?
Quiero ver si... Quiero ver si se ve algo, ¿no? Ay, mira. Esto que está acá me pasa siempre. Eso lo... ¿Qué pasó? Se hizo la concha de su madre. No sé si se llega a ver. La concha. Да, ты хуй путаешь. Он показывает, что на улице у его дома никого нет, но в этот момент клетка у входной двери начинает качаться, а потом предметы позади него падают. Уже через несколько мгновений Леонита видит темную фигуру и начинает просить ее уйти. Это еще не все видео, которые снял Леонита. В следующем ролике он только пришел с работы и через окно заметил, что в его доме мигает свет. No sé qué pasó. Aparte yo dejé todo... Esto cerrado. Voy a entrar. Carajo pasó. Когда он заходит в дом, то дверь в его ванную комнату вдруг закрывается без видимой на то причины. Он идет прямо туда, чтобы осмотреть ванную комнату, но снова никого не находит. В следующем ролике кто-то или что-то снова стучится в двери Леонита. Он говорит, что никого не видно, так как на улице темно. Me están golpeando la puerta desde hoy. Pero no logro ver para afuera porque está todo oscuro. Pero quiero grabarlo. No hay nadie. Realmente no hay nadie. O sea, no. Yo veo desde acá, pero no logro captarlo con la cámara. Quiero grabar porque voy a salir. No hay nadie. Se hizo la concha de su madre. Qué hijo de puta. Si puedo dar zoom. Смелый Леонита открывает дверь и выходит во двор. Спустя некоторое время он видит некую аномальную и очень высокую фигуру и не может объяснить, что это. На следующий день он вернулся с ночной смены на работе. Леонита услышал, как кто-то говорил в доме. Когда он пришел, дверь была открыта. Помимо этого, он снова слышит стуки из ванной комнаты. Son las 6 de la mañana, recién llego a trabajar. ¿Se escucha alguien hablando adentro? No sé qué será. Literalmente vengo y está la puerta así abierta. Quiero entrar un poco así simuladamente. Concha de su madre. Ahí está. Necesito que se grabe todo. Carajo. No se me viene para mi lado la pelotita. ¿Qué mierda pasó? Está escuchando ruido en el baño. Se acaba de prender la tele. ¿Qué carajo pasó? Затем его телевизор сам по себе включается. Леонита, как всегда, решает открыть дверь в ванную комнату. Но в этот раз что-то его пугает, и он не решается войти. В еще одном видео Леонита уже несколько часов слышит шум и стуки. Все происходит ночью. Он включает вспышку на телефоне, которая почему-то гаснет, и он остается в полной темноте. Дальше он полагается только на звуки. Puta, no puedo prender el flash. No puedo prender el flash. Ahí está. Se apagó el flash. Se abrió la puerta, no sé qué mierda. La concha de su madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ve ahí. Sos hijo de puta. Vos estás jugando conmigo ya, hijo de puta. ¿Quién sos?
Sos la concha de tu madre. Слышно, как дверь открывается и закрывается. Когда Леонита решает проблему со светом, он вдруг видит темную фигуру в своей ванной комнате. Он пытается задать вопросы этому нечто, но в ответ получает только смех. Затем дверь в ванную комнату закрывается. После всего, что он увидел, мужчина решается зайти туда и проверить все. Однако он никого и ничего подозрительного не находит, как и всегда. Несколько ночей спустя, в 3 часа ночи, снова из его ванной комнаты доносятся стуки. Затем дверь вдруг открывается. Son 3 de la mañana. Hace rato que no escuchaba esto ahí. Su madre. Ya estoy con mucho menos miedo que antes. Ahora lo afronto más rápido. Esto no sé, la verdad que voy a ver. Voy a tratar de grabar de acá. Miren lo alto que es. No lo puedo creer. No, sos hijo de puta. Que me miran, hijo de puta. Y sos hijo de puta. ¿Quién sos? No hay nadie abajo, no hay nada. Es increíble. No, es increíble. ¿Puedo creer que no haya nadie? Леонита подходит к двери и снова видит за шторкой темную фигуру. Он отмечает, что фигура очень высокая и не похожа на человека. При этом видно только голову. Куда постоянно пропадает эта фигура, Леонита не знает. В следующем видео Леонита будет стуки, которые преследуют его уже каждую ночь. Дверная ручка также шевелится, будто кто-то хочет выйти из ванной комнаты. Леонита снова идет туда, чтобы проверить ванную. No rompa más la bola, loco, andate. Loco, una vez. No me deja tranquilo, loco, no me deja tranquilo. Yo tampoco te dejas tranquilo. Si vos no me dejas tranquilo, no te dejas tranquilo. No voy a parar de grabar. Yo no te voy a dejar tranquilo. La concha de su madre. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Sobrete. Hijo de puta. Он снова видит темную фигуру и говорит о том, что не перестанет бороться с ней. Многие пользователи, которые подписаны на Леонита и следят за его жизнью, обвиняют его в постановочных видео. Но другие считают, что Леонита давно пора съехать в другое место, чтобы не причинить себе вред. А вы верите Леонита? Бьюти-блог. Следующее видео было снято девушкой, которая занимается макияжем и делает прически. Снимая очередной ролик, она не сразу заметила, что была в комнате не одна. Посмотрите. Темная фигура позади нее быстро исчезает из поля зрения, но она не пропадает. Когда девушка отводит камеру в сторону, то мы снова можем увидеть эту темную фигуру, которая стоит неподвижно на заднем плане и, кажется, смотрит прямо на девушку. Доска Уиджи. В следующем видео парень решил поиграть с доской Уиджи, но никак не ожидал, что все так обернется. В его собственном доме начал происходить полный хаос после спиритического сеанса, который был задуман как простое развлечение. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять.
no hay nada, no hay nada, no hay nada. Lucía, y no me deja tranquilo. No sé dónde está, no sé dónde está, no sé dónde está. Está ahí, siempre la veo ahí, siempre la veo. What the fuck? No. ¡Esta mierda! На одном из видео парень снимает, как стул двигается сам по себе, а вещи падают из шкафа. Голос автора кажется искренним и напуганным. Все это доводит его буквально до истерики. Он абсолютно не понимает, что ему делать и как с этим бороться. Еще одно видео, которое ему удалось заснять, повергло в шок зрителей. Можно услышать звук игры на музыкальных инструментах, но при этом струны гитары не двигаются, как и клавиши фортепиано. При этом полтергейст, который по мнению автора явно обитает здесь, продолжает его нервировать и двигать предметы. В еще одном видео парень запирается в комнате, так как не хочет больше видеть и слышать то, что происходит. Se está moviendo eso, yo no lo estoy moviendo, boludo. Amigo, se está moviendo la mano. What the fuck? What the fuck? Yo me trato. What the fuck? Ve, boludo. El agua en el coso, chabón. Me quiero tratar de relajar. La voy a agarrar, no sé, amigo. No sé qué mierda sea. ¡La puta madre, che! Еще один ролик, который он снял, когда после тревожных звуков он приходит в комнату и находит бутылку с водой, которую кто-то вылил на электроприборы. Кто это сделал и для чего, он не понимает. Установив камеры наблюдения дома, автор продолжает снимать нечто пугающее. Одной ночью снова фиксируется паранормальная активность, которая заставила бы любого уже собрать чемоданы и съехать. Однако парень остается в доме и уже следующей ночью фиксирует, как стуки раздаются из его подвала. Активность нарастает день за днем, а ему приходится переживать все в одиночку. Но есть одна вещь, которую заметили многие зрители об этом парне. Кажется, он искренне расстроен в каждом из своих видео. Остороже! Многие люди верят, что животные имеют обостренное чувство к обнаружению неземного и паранормального. Следующее видео было загружено в ТикТок именно с таким позывом. Посмотрим вместе. Luna, Jackson, come here, please. Come here. Come behind. Let's go. Сначала трудно увидеть, но есть некая фигура, которая скрывается в кустах и которую чувствует собака, в конце концов агрессивно реагируя на нее. Трудно сказать, что именно это было, просто тень или фигура человека. Несмотря на это, десятки пользователей сказали, что всегда следует доверять интуиции животных. Когда собака лает, она настороже и беспокоится, поэтому стоит к ней прислушаться. Прогулка. На вечерней прогулке мужчина столкнулся с чем-то действительно жутким.
и начал все снимать. Давайте посмотрим. Benda siap tu. Apa benda tu? Nampak tak? Orang nampak tak? Macam bergerak ah. Wih. Hilang wih. Ya Allah ya Rabbi. Сначала он видит белую фигуру у деревьев, вдалеке, которая через несколько мгновений пропадает. Но это было только начало. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Этим же поздним вечером, находясь на темной площадке, мужчина замечает, как качели начинают шевелиться без видимой на то причины. Причем сначала одни, а затем другие. Ситуация начинает усугубляться, и куда бы он ни пошел, вокруг него начинают происходить тревожные события. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. На этот раз качели раскачиваются с большой силой, будто на них кто-то сидит. Но это было совсем не то, что напугало мужчину. يا الله يا الله يا الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. Он снова встречается с белой фигурой, которую, кажется, уже видел этим вечером. На несколько мгновений она показывается, а затем исчезает. Но странные события не перестают происходить. Allahu Akbar. Ada bayang hitam, geng. Ada bayang hitam, guys. Subhanallah. Bayang hitam yang tadi ke, weh? Tadi macam bayang, weh. Дальше он снимает, будто ребенок-призрак качается на качеле. Фигура нечеткая, а на площадке нет детей. Поэтому он делает именно такой вывод. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Тем временем, встреча с белой фигурой происходит уже в третий раз, но она опять от него ускользает. На этом серия видео заканчивается. А что же произошло дальше и все ли в порядке с этим мужчиной, мы никогда не узнаем. Следующее видео сняла девочка, когда услышала странные звуки в доме. Она живет в доме со своими родителями, и ее страх напрямую столкнулся с чем-то паранормальным. Là, Olivier, arrête! T'es vraiment fatigant, là. Je vais appeler maman. Olivier? 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 Oli? Oli? C'est vraiment pas drôle, là. Je vais appeler maman. Ça a bougé. Maman! 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 Oli!
Когда она заходит на кухню, то видит, как дверь шкафа открывается, а предметы падают с кухонной столешницы. Затем открывается шкаф, и из него начинают падать продукты. Девочка была очень напугана и звала родителей. Она больше никогда не хочет оставаться одна, так как видела жуткие вещи. Лунатизм. Данный ролик был снят мужчиной по имени Александр. Он рассказывает, что на протяжении всей жизни борется с лунатизмом. Одним утром он обнаружил, что входная дверь была открыта, и решил посмотреть записи с камеры видеонаблюдения. I'm dusting up here. The reason's in the right place anymore, so I'm just gonna click it. That way people don't see the ones outside. Just 1 second, there's someone. Отметим, что находясь в состоянии лунатизма, Александр ведет себя странно. Сначала предмет, который висит справа от входной двери, начинает шевелиться сам по себе. Через несколько мгновений пустая бутылка от воды начинает движение. В это время автор видео, не испугавшись, открывает дверь и выходит на улицу. Дальше мы слышим крик, будто кто-то или что-то его сильно испугало. Или же он одержим какой-то силой. Сам Александр заявляет, что не помнит этих событий и никак не может их прокомментировать. Он думает, что стал свидетелем паранормальных явлений, которые происходят в его доме. Давайте посмотрим еще одно видео от Александра. Стул на кухне начинает движение, и в это время дверца холодильника открывается, а посуда падает с кухонного стола. Как мы можем увидеть, в помещении нет никого, кто мог бы быть причастен к этим событиям. Александр отмечает, что следующие 2 месяца были самыми спокойными в его жизни, но спустя это время ему удалось заснять снова нечто пугающее. Ты что там делаешь? А? Ты что забыл там, а? Когда он был вместе со своим другом Адамом, то увидел странную женщину в красном платье, стоящую около двери. Мужчины утверждают, что никогда не видели никого похожего среди соседей, а внешний вид и поведение этого нечто заставило их не на шутку испугаться. На следующем видео, когда друг Александра попросил его проверить колонку, так как она была неисправной, он заснял нечто ужасающее. Посмотрите. I go to the top and press it. Well, there's a few here, so press the one in the middle. It's not working. Сначала в отражении окна вы можете увидеть женщину в красном, а когда Александр поворачивает камеру, она перемещается и уже стоит рядом с ним. Остается загадкой вопрос о том, кем является эта фигура и почему этот дух привязался к Александру. Домашний кот. А вы верите, что животные могут видеть духов? Следующее видео, снятое камерой видеонаблюдения, может доказать эту теорию.
что-то появляется из-за дивана и медленно исчезает в воздухе. Кот, кажется, завороженно сидит и смотрит на появившуюся фигуру. Невозможно точно сказать, что же это было, так как качество видео оставляет желать лучшего. Арендное жилье. В следующем видео девушка Эмма Рози сняла жилье на Airbnb, однако ее собака стала демонстрировать достаточно странное поведение, что побудило девушку начать съемку. Смотрите внимательно. Is there a ghost? Yeah. What is this first? Where's the ghost? Right there. Where? Where is it? She's staring at the wall. Собака начинает лаять, но обратите внимание на то, что чья-то рука будто тянется к ней. Многие зрители обратили внимание также на глаза собаки и ее агрессивное поведение. Другие пользователи отметили, что собака могла так отреагировать на новую квартиру, которая ей еще неизвестна. Зал. В следующем видео девушка снимает себя в зале. Она еще не знает, что произойдет дальше. Hi, it's Kelly. I haven't been down here in a really long time, like a month or two. After what happened, I couldn't come down here. But my family's come down here a lot, and so is my brother, and they say they've seen nothing, and my brother, I made him look through every single room and everywhere, and there's nothing here, and I need to finish this video, so I'm doing it. So, this is a turning board, and I'm going to... Спустя несколько секунд появляется темная фигура, которую девушка замечает и выбегает из зала. Убегая, она просто пропадает. А что вы думаете? Была ли это простая шутка или же видео реальное? В следующем коротком ролике девушка услышала странные звуки из своего подвала и пошла его проверить. This little basement. It's freaking weird. Oh my god! Как только она его открывает и туда попадает свет, можно увидеть, как нечто проносится мимо. На этом видео заканчивается. Шепот. Следующее короткое видео из TikTok от автора, который считает, что в его доме поселился полтергейст. Когда он услышал странные и пугающие звуки, то схватил камеру в надежде заснять то, что его преследует. Послушайте звук на видео. Автор утверждает, что слышал шепот, который нарушил резкий звук. Через мгновение что-то упало на кухне, без ведомой на то причины. По мнению самого автора, полтергейст заставляет его нервничать и уехать из его собственной квартиры. Страхи, марики. Следующее видео с камеры видеонаблюдения в доме. Знаете, с детьми постоянно случается что-то интересное, но не в этот раз. Мама с ребенком просто уходили в другую комнату. Как вдруг, когда они находились в коридоре, ребенок падает. Но это падение не выглядит случайностью, будто что-то его толкнуло.
Сама Марика, хозяйка этого дома, считает, что ее камера поймала нечто сверхъестественное. Женщина говорит, что это далеко не первый случай. Посмотрите, в видео маленькую девочку будто кто-то также отталкивает, и она падает. Еще одно видео доказательство, когда девочка силой падает со стола, а отец обращает на это внимание позднее. И еще в одном видео, когда семья находится на парковке, маленький ребенок падает, будто некая сила толкает его. Марика, убежденная в том, что за детьми стоит невидимая сила, публикует еще одно видео в TikTok. Пока семья сидела на диване, сын танцевал, но спустя несколько мгновений он заметил то, чего мы наверняка не видим. Он смотрел вверх, а затем в страхе начал идти назад. Конечно, семья этого не заметила в тот момент, а обратили внимание на этот инцидент только после просмотра роликов с камеры видеонаблюдения. Еще в одном видео, которое выложила Марика, когда они с мужем находились на кухне, их шкаф вдруг открывается и оттуда буквально вываливается все содержимое. Их реакция показывает, что ситуация застала их врасплох. Трасса. В следующем ролике на оживленной трассе из ниоткуда появляется человек. Посмотрите. Когда машины едут по трассе, посреди дороги можно увидеть фигуру, напоминающую человека. Как она там появилась, остается только гадать. Посмотрев это видео, многие зрители отмечали, что это мог быть реальный призрак, который когда-то погиб именно здесь, на этой трассе. Кресло, качалка. Следующее видео выложила девушка в TikTok с просьбой о помощи. Она снимает на видео собаку, которая кажется ей напуганной. Давайте посмотрим. Look, you guys, it rocks, but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's I know, Blue, someone's there, huh? I know it, I know. I don't know why it does that. It does it every time, you guys. This is the third time. I can't believe I caught it on camera. Sick on Blue. Creepy, right? Katie, I guess I do have a ghost, bitch. Get him, Blue.
I'm shutting the door. Когда кресло-качалка начинает качаться, а через несколько секунд останавливается, собаку это тревожит, и она начинает гавкать. Она находится прямо около кресла-качалки и смотрит на него, будто кого-то видит. Девушка допускает, что животные могут видеть призраков, поэтому просит помощи от зрителей в этом вопросе, так как раньше не сталкивалась с такими инцидентами. Аномальная фигура. В следующем видео, которое было снято на камеру дверного глазка, мужчина проснулся ночью и увидел нечто пугающее. Сначала он подумал, что это ночной кошмар, но утром решил пересмотреть кадры, которые были сняты. Посмотрим вместе. Можно увидеть аномальную фигуру, которая перемещается по улице. Мужчина отметил, что это было похоже на женщину в платье, которые в современности уже не носят. Был ли это призрак или камера просто дала сбой? Жалюзи. Следующее видео, которое было найдено в ТикТок, достаточно жуткое и странное. Женщина рассказывает, что их спальня расположена на верхнем этаже дома. Они с дочкой вышли на прогулку и заметили нечто такое, что им было страшно возвращаться домой. Давайте посмотрим. Alright, flash it up there. Oh, now it's gone. Put your flashlight down. Let's see if it'll do it again. Alright, put it up, hurry. Oh, look at that. Когда они наводят фонарик на второй этаж, можно увидеть, как жалюзи шевелятся. Хотя, как утверждает автор, дома в этот момент никого нет. Если кто-то не увидел, то посмотрите замедленный вариант. Сестры. В следующем видео мы увидим двух сестер, которые находятся дома поздно вечером. Их мама гуляет с собакой, а они в это время готовятся ко сну. По словам детей, в доме часто происходят странные вещи, такие как перемещение предметов, шумы и скрипы. Одним вечером дети были настолько напуганы, что боялись выйти из спальни. Их мать была уверена в том, что произошло нечто паранормальное, а ее дети увидели то, что их испугало. По словам девочки, она видела нечто похожее на высокую фигуру в спальне. Что именно это было, она не понимает. Также они слышали нечто похожее на звук открывания шкафа. Их мать надеется, что кто-то сталкивался с подобным и сможет помочь их семье.
Следующие ролики снял мужчина по имени Араш, который уже появлялся у нас в подборках. Давайте посмотрим. В первом видео плюшевый медведь вдруг начинает шевелиться. Араш считает, что нечто могло в него вселиться. Во втором видео Араш снимает своего сына, который сидит в кресле. Если присмотреться, можно увидеть белую аномалию, которая появляется позади. Дальше слышно хлопок. Сын Араша отодвигает кресло, но там ничего нет. Заканчивается видео жуткими звуками. Jangan kacau aku, mana kau? Kau buat aku marah. Bila setan ni nak bambus В еще одном видео, которое выложил Араш, его сын снимает темную фигуру, которую видно над кухонным столом. Однако, как только он наклоняется, чтобы снять то, что находится внизу стола, то никого не находит. Зрители, которые посмотрели видео Араша, разделились во мнениях. Первая группа людей писала о том, что он выдумщик и делает постановки. Вторые убеждены в том, что дом Араша и его семья преследуются. Фигура. Следующее видео снимает мужчина, который думает, что его дом хотят обокрасть. Он каждую ночь видит какую-то фигуру около своего дома и уже думает вызвать полицию в целях безопасности. Он снимает видео и говорит о том, что уже готов вызвать полицейских в надежде, что это простые взломщики, которые испугаются и покинут его дом. Мужчина осторожно продвигается по террасе и снимает все, что видит. I've seen this person outside my house every night this week on the doorbell camera. Whoever's out here, I called the cops, and I have you on film. Oh my god! Oh my god! В одном из окон неожиданно появляется фигура, которая не на шутку пугает мужчину. На этом видео заканчивается. Кто-то в доме. В следующем видео трое друзей находятся одни дома. Один из них решает позвонить своей маме после того, как произошло нечто страшное. So calm, quiet, keep the door locked. Alright, do not go out of the room. Когда они втроем находились в одной комнате, то услышали громкий шум, будто кто-то проник в дом. После длительных поисков полиция не нашла признаков взлома или посторонних в доме. Однако, посмотрев кадры, которые были записаны одним из друзей, они ощутили тревогу. Давайте и мы посмотрим.
можно заметить не сразу, но в темноте что-то двигалось. На втором этаже, за перилами, видна проходящая фигура, которая не издавала при этом ни звука. Предполагаемая призрачная фигура не на шутку напугала друзей, и они даже остались ночевать в одной комнате втроем. Больница. Следующее видео было снято в больнице. Пациент терпеливо сидел в зале ожидания и тут увидел то, от чего у него побежали мурашки. Посмотрите. На стене можно заметить проходящую тень, хотя кроме мужчины в помещении никого нет. Каким образом появляется эта тень, неизвестно. Также сложно сказать, что именно было снято на камеру. Тем не менее, мужчина все еще ждет ответов, чтобы понять, с кем или чем он тогда столкнулся. Бабуля. В следующем видео двое парней посещают свою бабушку, которая нездорова и ей нужно принимать лекарства по часам. Когда дело принимает неожиданный оборот, они решают снять все на телефон. Para, vó! Cadu. Que porra é essa, Cadu? Cadu, ela tomou remédio. Cadu, ela tomou remédio. Tomou, cara. Tem certeza? Não é possível. Ela não tomou. É óbvio que ela não tomou. Olha como é que ela tá, irmão. Vai lá falar com a tua avó. Cadu, a avó é tu. Resolve isso, Cadu. Dá um jeito nisso. Vai, fala com ela. É a avó dele que se foda. A gente não tem culpa. Vó, para com isso, vó. Cadu, sai daí! Cadu, Cadu, vai lá falar com ela, Cadu. Cadu, fala com ela. Fala com ela, fala com ela, fala com ela. Ela não vai ficar assim, ela vai ficar fora. Controla ela, Cadu, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, Leque, sério! Мы слышим странный смех и видим фигуру, прямо как из фильма ужасов. Один из парней предлагает другому поговорить с бабушкой и успокоить ее. Он направляется к ней, и на несколько секунд, кажется, звуки прекращаются. Но когда он подходит ближе, то пугается и убегает в другую комнату. А чем эта история закончилась и была ли бабушка на самом деле одержима, неизвестно. Способность. Женщина, которая выложила следующее видео, утверждает, что у ее дочери есть паранормальные способности. В видео светильник выключен из розетки, но как только ее дочь берет вилку в свою руку, лампочка загорается. Ее отец предполагает, что в нее вселился ангел, который дает ей эту силу, и его это пугает. Следующее видео старое, но достаточно обсуждаемое в интернет-пространстве. Когда девушка спускается по лестнице, она видит нечеткую фигуру, похожую на призрака, и пытается убежать. Интересно узнать ваше мнение. Посмотрите видео еще раз и напишите, был ли это призрак или это нечто совсем иное. Дорога. В
В следующем видео супружеская пара едет на дорогу в Техасе, которая по легендам населена призраками. Согласно сообщениям властей, здесь произошла автобусная авария, которая унесла жизни многих детей. Они решают провести эксперимент и посыпают тальком заднюю часть автомобиля, чтобы увидеть, останутся ли на ней отпечатки. Давайте посмотрим, что у них получилось. Vehicle in neutral, and I'm gonna turn it off. And we're moving. Oh my god. We're like getting pushed over right now. The car is off. Car's off. My foot's right here. Nothing's on. Oh, we went over! Ah! Oh my god. Shit, man. Проехав совсем немного, они выходят проверить автомобиль и обнаруживают на нем пару детских отпечатков. А населена ли та дорога призраками или это все был простой обман, решать только вам. Ребенок. В следующем видео женщина убеждена в том, что ее дом и семью преследует ребенок-призрак. Чтобы доказать, что она не сумасшедшая, женщина записывала много роликов, и в одном из них ей удалось запечатлеть нечто действительно жуткое. Посмотрим вместе. В окне можно увидеть ребенка, хотя дома в тот момент никого не было, а сама женщина сидела в машине. Зачем и почему этот ребенок преследует ее семью, она понятия не имеет, но такое соседство ей точно не по душе. Stab now, I'm loose, trapped with no truce. Clap, let it bruise, rap for the noose. Cracked in, I'm wild, stacked with a smile. Attacked every mile, blacked out style. Yo, it started all calm, just a boring ass life. Waking up, working late, dodging kids and my wife.